Итак, моя ферма в Red Dead Redemption 2. Именно ферма, а не ранчо. Отличие ранчо от фермы заключается в том, что ферма обычно занимается всем или может заниматься всем. И сырьем, и растениями, и овощами. Несмотря на то, что ранчо больше фермы, так как на нем занимаются только разведение скота, в данном случае это именно ферма. Причем в самом эпилоге кто-то называет это место фермой, кто-то ранчо, а на фандоме написано ранчо. Вот догадай. Как мы видим, сама постройка сильно отличается от наших здешних домов, хотя сейчас набирают популярность такие дома под ключ. Однако в наших традициях обожают заливать фундамент, ждать год, дабы он принял нужную форму, и только потом начинают строить. Такое решение используют, если стены также будут состоять из бетона или кирпича. В случае с Джоном наше имение будет полностью деревянным, а основа закладывалась кирпичная. Будущая веранда останется полностью деревянной. Вы только представьте, какой чудесный запах идет от только-только срубленного дерева. Ох, эти чудесные нотки пихты, сосны или дуба. Жить в таком доме – одно удовольствие. Конструкция его крайне проста и нарисована на чертеже, по которому наш дорогой и любимый Джонни вместе с Чарльзом под командованием недооцененного алкаша Дикого Запада принялись за дело. Ни о каком сверлении не идет речь. Максимум, что тут используется, гвоздь, молоток и пила. Блоки были заранее готовы, их по сути нужно было только собрать, как мебель в Икее. Стены в таком случае собираются сначала на полу, и готовая конструкция уже ставится на нужное место. Мы даже немного участвуем в процессе, так и принимаем непосредственное участие. Кровля в наше время делается из разных материалов, однако тогда ее делали из обожженной глины. Лазить без страховки дело непростое, однако наш Джонни отлично справляется. Помимо дома мы также строим амбар и зернохранилище. Вот эта огромная бочка, это оно. У нас даже есть место отдыха, которое пока еще в процессе стройки. А теперь переоденем нашего великолепного Джонни и пойдем на экскурсию. Амбар не очень большой, но его хватит, чтобы держать одну или две коровы. Также мы видим седло, это значит, что здесь же и спят лошади или находятся в дождливую погоду. По пути убираем отходы производства, и я хотела показать вам процесс доения, однако моя корова особенная, она ходит сквозь стены, из-за этого мы не можем с ней взаимодействовать. Дядюшка опять плохо прибирался, и тут такая грязь. Идем дальше. Во внутреннем дворе амбара есть несколько лошадей и овец. С них мы получаем шерсть, и раз это ферма, то какую-то часть продаем, какую-то оставляем себе. Я надеюсь, мы их не едим, так как нам нужна шерсть. Буквально в 2 шагах посажены растения, однако я не знаю, как Джонни собрался их здесь выращивать, так как почва действительно сухая, и дожди в данной местности идут редко. Если бы, например, ферму строили поближе к Валентайну, то да, там можно много что посадить, а на таком пустыре потребуется много влаги, и сама почва неплодородна. Однако, как мы видим, здесь все-таки что-то дорастет. Именно эти кусты поставили меня в ступор. Что же это все-таки, ранчо или ферма? Оказалось, ферма. Ферма огромная, и ее не так-то легко проскакать на коне. В реальности это несколько гектаров земли. Зато много места для нового амбара или любого другого последующего строения. А мы переходим к главной вишенке на торте. Наш дом. Какой же он классный, я прям не могу. Я бы очень хотела такой дом, в котором тебя всегда ждут. Есть вкусная еда и камин. Вы только посмотрите на этот прекрасный камин. Смесь бетона и камней хорошо вписала в стиль дома, причем его задняя часть прилегает к комнате со спальней, и из-за этого в доме еще теплее. Несмотря на то, что камин расположен не посередине, благодаря климату его присутствие важно только по ночам. А днем такая конструкция используется как декор. Над камином располагаются фотографии чучела белки в нашем одеянии. По всей гостиной расставлены маленькие предметы декора. Здесь вам и тарелочки, и кружечки, и цветы на столе, и рога на стене. В общем, все в лучших традициях дома, где есть женская забота. Везде стоит куча посуды, которая никогда не будет использоваться, однако она будет переходить из поколения в поколение. Даже прицепили ракетки для бадминтона. У нас есть пианино, и оно рабочее. Куда бы мы ни сели в гостиной, нам везде будет уютно и тепло. У нас есть не только чучело белки, а также бобра, только без костюма. Маленькие шкатулочки, вазочки и другие мунички для уюта, и все это привезли Марстоном с другой фермы, на которой наш Джонни работал, не покладая рук. После гостиной мы отправляемся в спальню, и несмотря на эти ужасные обои, вкупе с остальными предметами интерьера выглядит это все так прекрасно. У нас также есть отдельный камин, ковер, тумбочка, дамский столик для Эбигейл, столик с картой для перемещения и шкаф. И несмотря на такую заставленность, в комнате очень уютно. Я вспоминаю дачу, и там все точно такое же до сих пор, только обоев нет. В таких домах на природе спишь как убитый, и на утро просыпаешься с таким прекрасным настроением, и все у тебя хорошо. Тебе
Тебе будто снова 7 лет, лето, а в школу только осенью. С кухни доносится запах тостов или каши, и ты уже готов ко всему, что преподнесет тебе день. Именно такие воспоминания приходят мне на ум, пока изучаю дом нашего Джонни. Выходя из спальни, мы заходим на кухню. Здесь, как мы видим, пол состоит из плитки, есть котел, печь и столик для разделывания мяса и нарезания овощей. Нижние шкафы не имеют шкафчиков, в отличие от верхних, и там стоят большие кастрюли. Я бы даже сказала, огромные. Слева расположена раковина, но там нет крана, а просто вода. Видимо, ее наливают, а потом грязную относят на огород. Так как в то время не было ферри и прочих химок для чистки посуды, такую воду можно выливать на те же кусты или использовать для компоста, однако я не видела здесь компост. Также мы видим лестницу наверх. Она ведет нас на чердак, где обитает наш алкаш. Мы видим шкуру, сундук и много пустых бутылок. Спускаемся обратно на кухню. Печь сделана интересным образом. Внизу есть маленькое отверстие для дров, а наверху нагревается сама плита. Таким образом можно приготовить поесть и даже разогреть воду для чая. После кухни мы идем в роскошную ванную комнату. Она действительно роскошная. Комната большая, и в ней есть шкаф и зеркало. Да, это не очень хорошая идея, так как появится грибок из-за влаги, но тогда еще деревенские об этом не особо знали и жили так до конца своих дней. В саму ванну выливали ведра с горячей водой и мылись. При таком расположении, скорее всего, воду нужно экономить, ее не так много, как кажется на первый взгляд. Над ванной располагаются шторки, что очень удобно, учитывая, что с ними живет дядюшка. Здесь даже есть ширма, прямо все-таки как у людей. На маленьком столике расположен красивый кувшин для воды и щеточка для бритья. Эдакий старый мужской атрибут. Если бы не мусор по бокам, то был бы рай на земле. А мы переходим к Джонни-младшему. Комната Джека выполнена в лучших подростковых желаниях. Постеры на стене, мини-мастерская и несколько сундуков с книгами отражают все стремления Джека к изучению мира. На постерах нет ничего интересного, хотя странно, что еще такому юному джентльмену уже повесили постер с бутылкой, а левее уже расположены фотокарточки животных, которые Джек изучал и продолжает изучать. Возвращаясь домой, теперь нас всегда накормят вкусным ужином. Мы будем беседовать обо всем со своей семьей и понимать, что жизнь удалась. Джонни отправится на кресло около камина и будет наслаждаться жизнью, которая у него еще пока есть.